Всем привет, меня зовут Рима и добро пожаловать на канал Бисероплетение с Римой. Сегодня покажу второй вариант, как закончить браслет из бисера, сплетенный на самодельном станке. Для работы нам понадобится сплетенный на станке браслет из бисера, зажим для лент или как его еще называют концевик-зажим, который соответствует ширине вашего браслета из бисера. Зажим представляет собой металлический элемент, который необходимо зажать плоскогубцами с двух сторон на концах изделия. Данный зажим на концах имеет зубчики, за счет чего и держится в украшениях. Данный вид зажимов бывает разных цветов и размеров. Еще нам понадобится застежка карабин лобстер, соединительные колечки, также игла, в моем случае это игла номер 12. Клей я буду использовать быстросохнущий или, как его еще называют, клей секунда. Также можно использовать клей момент, клей Е6000, эпоксидную смолу, либо ультрафиолетовую смолу УФ, плоскогубцы и бумажное полотенце или салфетка. Она нам необходима для того, чтобы не заляпать поверхность вокруг. Сплетите браслет как обычно. Самое главное, что вы должны помнить, в начале и в конце плетения необходимо оставить довольно длинный конец. Данные нити нам понадобятся для плетения кромки. Если вы забыли оставить длинный хвостик нити, то не расстраивайтесь. Вам нужно будет добавить новую нить в конце плетения, прежде чем приступать к плетению кромки. Теперь меняем направление движения иглы. И проделываем то же самое до конца ряда. Продолжаем так плести, пока не будет достаточное количество кромки. По завершению плетения кромки завяжите узел на последние нити основы. На другом конце браслета проденьте иглу в нить и проделайте те же шаги по плетению кромки. После того, как добавили с обеих сторон кромку, браслет из бисера не снимаем и не срезаем со станка. Пока браслет из бисера находится в подвесном состоянии, нам будет удобнее нанести клей. Подкладываем салфетку и покрываем верхнюю поверхность клеем. Если вы используете двухкомпонентную смолу, то не забудьте, что для ее полного высыхания требуется более 24 часов. Конечно, с ультрафиолетовой смолой будет быстрее. Также клей Е6000 очень любят многие мастерицы. Но мне, к сожалению, не довелось его использовать. Ждем полного высыхания. После того, как клей полностью высох, браслет из бисера можно снять со станка. Для этого мы можем использовать ножницы для того, чтобы срезать нити с обеих сторон. Берем зажим. В идеале зажим должен совпадать с шириной браслета. При плетении данного браслета я использовала бисер 11 размера, в ширину 11 бисерин. Примеряем зажим с учетом первого ряда. Зубья зажима будут располагаться между первым и вторым рядом браслета. Для того, чтобы правильно подобрать зажим, обратите внимание на его ширину. Если кромка оказалась слишком длинной, можно ее обрезать до необходимой длины. При помощи плоскогубцев немного сожмите конец зажима.
Таким образом мы делаем отверстие немного уже. Надеваем зажим на один из концов браслета. Берем плоскогубцы и плотно сожмите зажим плоскогубцами. И зажимаем зажим на второй стороне. Если конец кромки не касается конца зажима, в этом случае необходимо нанести немного клея на конец кромки. Теперь осталось закрепить застежку карабин при помощи соединительного колечка. Зажим имеет петельку, за которую прикрепим с одной стороны застежку при помощи соединительного колечка. С другой стороны берем соединительное колечко. Я заранее подготовила, сделала такую вот самодельную цепь. Продеваем и в петельку. И зажимаем кольцо. И браслет готов. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.